Вкусное вегетарианское новогоднее меню, здоровый новогодний стол для встречи 2022 года. Время готовки 3 часа. Это будет самое прекрасное 1 января. В нашем меню блюдо первое – томатар ка-суп. Блюдо второе – белый рис басмати. Блюдо третье – индийские лепешки чапати. Блюдо четвертое – закуска из белого сыра, панир масала. Блюдо пятое – свежий салат качумбер. Блюдо шестое – индийские конфеты ладду. Блюдо седьмое – торт медовик. И напиток масала чай. Всем привет! С вами Регина Кутинская. Друзья, мы постарались собрать для вас максимально сбалансированное новогоднее меню. В него вошли очень вкусные блюда, большая часть которых взята нами из аюрведы. Этот старинный трактат по большей части посвящен правильному питанию, который и стал основоположником современного вегетарианства. Это видео мы готовили больше недели, вложили в него очень много времени и энергии. Пожалуйста, поддержите ролик лайком и комментарием. Для нас это будет самой лучшей благодарностью. Все рецепты блюд, входящие в наше новогоднее меню, уже выложены на нашем канале. Мы специально сняли их заранее, чтобы у вас была возможность перейти на отдельный рецепт и посмотреть все подробности его приготовления. Все ссылки смотрите в описании. В этом видео мы просто скомпоновали эти рецепты в единое меню. Я готовлю ужин на двоих. Если у вас большая семья или будет много гостей, то вам нужно просто увеличить количество ингредиентов в нужной пропорции. Привожу список ингредиентов, которые нам потребуются, чтобы заранее было понятно, что и сколько купить в магазине. Можете делать паузы, чтобы успеть все прочитать. Друзья, напомню, что если вы хотите узнать список ингредиентов для отдельно взятого рецепта и подробный процесс его приготовления, смотрите отдельное видео, ссылки в описании. В этом видео показан процесс общей готовки. Что надо приготовить заранее? Из всего новогоднего меню заранее должны быть подготовлены 2 компонента. Первый – это топленое масло укхи. Как сделать топленое масло, мы тоже показывали в отдельном подробном видео. Ссылка в подсказках и в описании. Второй ингредиент – белый сыр из молока. Его рецепт также есть в подсказках и в описании. Но если у вас совсем нет возможности приобрести деревенское молоко и приготовить сыр самостоятельно, купите на замену качественный адыгейский сыр. В этом видео моя задача не только предоставить вам сбалансированное вегетарианское новогоднее меню по аюрведе, но и сэкономить ваше время. Конечно, конкретно по часам сориентировать сложно. Кто-то готовит дольше, кто-то быстрее. У меня, например, на все ушло 3 часа. Я хорошо знаю эти рецепты, и непосредственный процесс приготовления у меня достаточно быстрый. Главное, подготовьте все продукты, чтобы они были у вас под рукой. И тогда процесс готовки не займет много времени. Общий порядок действий такой. Сначала готовим десерты, медовик и конфеты бесан ладду. Далее параллельно готовим лепешки чапати и закуску панир масала. Затем будем готовить рис басмати и томатар ка-суп. И в последнюю очередь сделаем масала чай и салат качумбер. Ну все, приступаем. Делаем тесто для коржей медовика. Смешиваем 50 грамм сливочного масла, 70 грамм меда и пол чайной ложки соды. Растапливаем на водяной бане. Добавляем 160 мл сливок, пол чайной ложки соли, перемешиваем. Кладем 150 грамм пшеничной муки тонкого помола и 150 грамм пшеничной цельнозерновой. 2 минуты перемешиваем на водяной бане. Затем снимаем и замешиваем до однородности. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холод на 30-60 минут. В это время приготовим тесто для конфет ладду. 2 грецких ореха и 5-6 фисташек рубим ножом. Тростниковый сахар нужно смолоть в пудру или размять комочки вилкой. В сковороде с толстым дном разогреваем 130 грамм масла кхи на среднем огне.
Ставим огонь ниже среднего, добавляем 150 грамм нутовой муки. Постоянно размешиваем в течение 15 минут. Добавляем по 1/3 чайной ложки молотой корицы и молотого кардамона. Перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку кокосовой стружки и грецкие орехи. Обжариваем, помешивая 2 минуты. Снимаем с огня, добавляем 90 грамм тростникового сахара. Тщательно вымешиваем до однородной массы. Тесто ставим охлаждаться. Убираем на балкон или же в холодильник, если вы живете в жарких странах. У нас еще есть время, чтобы приготовить крем для медовика. Разогреваем сковороду на среднем огне. Растапливаем 30 грамм сливочного масла. Добавляем 2 столовые ложки пшеничной муки тонкого помола. Перемешиваем. Вливаем 160 мл сливок, доводим до кипения и, постоянно помешивая, варим крем 2-3 минуты. Снимаем с огня, добавляем 50 грамм меда, перемешиваем. Убираем в холод. Заранее разогреваем духовку до 200 градусов по Цельсию. Теперь можно раскатать тесто для медовика. Делаем пласты толщиной 3-4 мм. Нарезаем коржи одинаковой формы, 4-5 штук. Выпекаем коржи при 200 градусах по Цельсию 10-12 минут. После небольшого остывания отрезаем края у коржей, делаем из обрезков крошку. Смазываем каждый корж сверху кремом, а также весь торт по бокам. Обсыпаем крошкой также сверху и по бокам. Медовик готов, ему нужно только пропитаться. Убираем в холодильник до ужина. Затем возвращаемся к конфетам ладду. Застывшее тесто разминаем ложкой и влажными руками, быстрыми движениями скатываем небольшие шарики. Посыпаем фисташками. Индийские сладости ладду готовы. Ставим в холодильник до ужина. С десертами мы справились. Следуем дальше. Сейчас нам нужно подготовить некоторые продукты для рецептов томатного супа и риса басмати. Для этого 100 грамм белого риса нужно промыть до прозрачной воды и разложить на полотенце, чтобы он просушился. На некоторое время откладываем. Для томатного супа-пюре доводим до кипения 1 литр воды. 1 килограмм крупных помидоров промываем, делаем на них надрезы. Бланшируем в кипящей воде 2 минуты. Затем с них можно будет легко снять кожицу. Вынимаем, пока откладываем, пусть остывают. Переходим к рецепту индийских лепешек чапати. Для теста просеиваем 300 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Отруби нам не понадобятся. Смешиваем муку и 1 чайную ложку соли. Добавляем к ним 150 мл теплой воды и перемешиваем все ложкой. Может понадобиться чуть больше воды. Тесто должно быть мягким. Перекладываем его на стол или доску и вымешиваем 6-8 минут. Колобок нужно сбрызнуть водой и накрыть влажной тканью или пищевой пленкой, чтобы поверхность не подсохла. Оставляем тесто в покое примерно на 30 минут. В это время переходим к закуске. Панир масала. Нарезаем белый сыр кубиками. У меня кусок на 275 грамм. На среднем огне разогреваем сковороду. Добавляем 3 столовые ложки масла кхи. Когда оно прогреется, кладем в сковороду кусочки сыра. Их нужно переворачивать, обжаривать до золотистой корочки с каждой стороны. Теперь приготовим пряный маринад для панира на основе масалы, то есть смеси специй, и сыворотки. Разогреваем небольшую кастрюлю или сотейник на среднем огне. Кладем 1 столовую ложку топленого масла гхи. Когда разогреется, отправляем в него семена кумина, пол чайной ложки, 3 грамма палочек корицы и 4 гвоздики. Помешиваем и обжариваем их в течение 30 секунд. Делаем огонь тише, добавляем по пол чайной ложки молотый кориандр, куркуму, ассафетиду и черный перец. Помешиваем и обжариваем еще секунд 10-15. Далее аккуратно вливаем 600 мл сыворотки. Добавляем 1 чайную ложку соли и доводим до кипения. Выключаем огонь. Далее в масалу кладем кусочки жареного сыра, закрываем крышкой и оставляем. Закуска панир масала готова. Перед подачей ее лучше подогреть. Теперь возвращаемся к чапати. Нужно немного обмять тесто влажными руками. Разделить его примерно на 15 частей. Пока накроем их влажным полотенцем или пищевой пленкой. На одной конфорке разогреваем сковороду на среднем огне. На другой конфорке мы будем обжаривать наши лепешки. Удобно использовать решетку для мангала. Пока сковорода разогревается, берем один кусочек теста и формируем из него шарик. Его нужно закручивать вот таким образом. Далее посыпаем шарик из теста мукой и раскатываем его в плоскую лепешку, не слишком тонкую, иначе порвется. Кладем лепешку на сковороду и просушиваем на небольшом огне. Когда на поверхности появятся белые пузырьки, можно перевернуть и тоже немного просушить.
В это время можно раскатать следующую лепешку. Первая лепешка подсушилась, перекладываем ее на решетку, сразу кладем вторую лепешку на сковороду. Огонь при необходимости можно сделать потише, чтобы не пережарить тесто, а только просушить его. Лепешка над огнем вздувается от горячего пара, который ее наполняет. Осторожно переворачиваем ее и видим, что она покрылась темными пятнышками от огня. С другой стороны лепешку тоже держим над огнем 5-7 секунд. Далее смазываем готовую чапати маслом кхи и перекладываем в закрытую емкость. Повторяем процесс со следующей лепешкой. Наши чапати готовы. Их можно оставить в сковороде или кастрюле под крышкой до ужина. Так они будут мягкими. У нас готовы еще 2 блюда. Двигаемся дальше. Далее идет рецепт томатар-ка супа. Помидоры, которые мы откладывали остывать, можно очистить от кожуры и серединок. Отправляем их в блендер, взбиваем в пюре. На среднем огне разогреваем 1 столовую ложку масла кхи. Отправляем туда пол чайной ложки молотого кориандра и 1/3 чайной ложки асафетиды. 10 секунд обжариваем, помешиваем. Заливаем томатное пюре. Перемешиваем и варим на слабом огне 20 минут. В это время приготовим рис басмати. Разогреваем сотейник на среднем огне. Кладем 1 столовую ложку масла кхи. Как нагреется, отправляем туда рис. Постоянно перемешиваем, пока зерна не станут полупрозрачными. Добавляем 225 мл питьевой воды. Быстро перемешиваем. Добавляем соль. После закипания ставим минимальный огонь. Прикрываем крышкой не полностью. Варим 3-4 минуты. Выключаем огонь, закрываем рис крышкой плотно, оставляем на 7-10 минут. Теперь, пока еще варится суп, делаем для него специальный белый соус. Разогреваем 1 столовую ложку масла кхи в сотейнике или небольшой кастрюле. Добавляем 1 столовую ложку пшеничной муки тонкого помола. Активно перемешиваем. Добавляем 200 мл молока и варим 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая. После этого можно перемешать рис басмати, чтобы он получился рассыпчатым. Для подачи я украшаю его свежей зеленью и помидорками черри. Рис готов. Теперь в наш томатный суп добавляем по 1 щепотке красного и черного молотого перца, 1 чайную ложку тростникового сахара и все перемешиваем. Далее вливаем белый соус, часть можно оставить на украшение. Тщательно перемешиваем. Добавляем несколько капель лимонного сока. Перемешиваем, закрываем крышкой, оставляем. Томатар-ка суп готов. Перед подачей лучше будет подогреть его. 2 основных блюда у нас теперь тоже есть. Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас мы приготовим масала-чай. Смесь специй, то есть масалу, для него я сразу делаю на 2-3 рецепта чая. Перемешиваем молотые пряности. 2 столовые ложки корицы, 1 столовую ложку кардамона, 1 чайную ложку аниса, 1 столовую ложку сухого имбиря, 1/3 чайной ложки бадьяна, 1/3 чайной ложки белого перца, 1/3 чайной ложки черного перца, по 1 щепотке гвоздики и мускатного ореха. Перемешиваем. Масала готова. 50 грамм свежего корня имбиря очищаем, мелко нарезаем. Ставим на сильный огонь 500 мл питьевой воды, доводим до кипения. Дальше закидываем 2 столовые ложки черного чая, корень имбиря и варим при сильном кипении секунд 30. Кладем 60 грамм тростникового сахара и варим примерно 1 минуту до его полного растворения. Вливаем 750 мл молока. Как только оно приблизится к кипению или начнет кипеть, кладем 1 или по желанию 1,5 столовой ложки смеси специй. Перемешиваем и варим 1-2 минуты при сильном кипении. Выключаем огонь, закрываем крышкой и даем настояться. Масала-чай готов. У нас остался один рецепт – свежий салат качумбер. Сначала делаем для него заправку. Смешиваем в глубокой салатнице 50 мл питьевой воды и 1 столовую ложку тростникового сахара. Перемешиваем до его полного растворения. Затем выжимаем сок из половинки лимона прямо в сахарный сироп. Добавляем пол чайной ложки молотого кумина, по 1 щепотке соли и молотого черного перца. Затем нарезаем мелко 1 перец чили вместе с семенами, а также нарезаем 1-2 пучка свежей кинзы. Отправляем их к жидким компонентам. Все перемешиваем. Оставшиеся помидоры произвольно нарезаем средними кусочками. 1 сладкий перец очищаем от плодоножки и семян и тоже нарезаем некрупно. 100 грамм листьев салата рвем руками на небольшие части. Непосредственно перед подачей нужно будет переложить овощи и зеленые листья в приготовленную заправку и все тщательно перемешать.
Если сделать это раньше, то салат не будет хрустящим. Качумбер готов. А теперь подаем наше блюдо на праздничный стол. Приятного аппетита! Друзья, мы очень старались над нашим новогодним меню. Будем рады вашим лайкам и комментариям к этому видео. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал. До встречи и доброго вам здравия!